Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео поделюсь самим процессом выполнения дизайна Париж на клиентке. Четко, быстро и без всякой воды. Начиная с первого градиента, всего их будет 4: темно-серый, светло-серый, персиковый и розовый. Кистью для градиента гребешок разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Затем дорабатываю, докрашиваю боковых валиков этой же кистью, либо тонкой можно. Выравниваю или убираю мусоринки, если есть где-то недочеты. И прохожусь стягивающими движениями, доводя градиент до идеала. Градиент выполнила на всех ноготках в один слой. Настолько легко эти гель-лаки ложатся и перемешиваются. Боковые валики и то, что испачкала, вытираю маркером-ремувером. Тонкой кистью докрашиваю и выравниваю возле кутикулы. Градиент готов, все однородно, нигде нет проплешин, сушу 60 секунд. Пока левая ручка просыхает, делаю градиент на правой. Розовый, персиковый, светло-серый и темно-серый. Точно так же, как и предыдущий градиент, разметающими движениями, а затем стягивающими довожу до идеала. Для тех, кто не видел мое предыдущее видео с подробным мастер-классом дизайн ногтей на тему Париж, оставлю на него ссылку в описании под видео. Градиент сушу и возвращаюсь к левой ручке, темно-серый, светло-серый и персиковый. Манипуляции повторяю так же, как и на предыдущих ноготках с градиентом. У кутикулы тонкой кистью докрашиваю, выравниваю и просушиваю градиент 60 секунд. На левой руке у меня два вида градиента: персиковый серый и розово-персиковый серый. И, кстати, большие также с градиентом, как и указательный. Возвращаюсь к правой ручке. У кутикулы у меня темно-серый, далее розовый и персиковый. Повторяю все те же самые движения, дорабатываю боковых валиков, не забывая. Маркером-ремувером убираю то, что испачкала, довожу градиент до идеала стягивающими движениями и ставлю сушиться в лампу. Сделали на обеих ручках сначала по 3 ноготка с градиентами, и потом уже решили, какой цвет будет дальше. И клиентка решила, и я с ней полностью согласна, что на остальных ноготках будет серый, тот, что потемнее, участвовавший в градиентах. Ноготки клиентки я укрепила молочным полигелем, и на эту молочную базу градиент лег в один слой, а серый в 2 слоя. И далее буду использовать стемпинг. Безумно красивая пластина от Paris Nail номер 43. Здесь отпечатки достопримечательностей разных городов. Лаки и штамп у меня также от Paris Nail. Наношу лак для стемпинга светлое золото и отпечатываю его на штамп. Вот такой вот интересный орнамент каких-то печатей и штампиков. И переношу на ноготок. Я, конечно, еще не стопроцентный мастер в стемпинге, но на клиентке у меня все отлично отпечаталось, очень достойно, вплотную к кутикуле и к боковым валикам. И салфеткой, смоченной в жидкости для работы со стемпингом, вытираю испачкавшуюся кожу. Хотя на данном этапе можно было не вытирать, потому что далее я буду делать черный стемпинг, но так как мы не сомневались, что мы будем дальше отпечатывать черным, мне пришлось вытереть. Я допечатываю черную надпись «Париж» и Эйфелеву башню, и уже затем в итоге можно было все вытереть одним разом. Далее, возвращаясь к правой ручке, лаком для стемпинга светлое золото отпечатываю воздушный шар. Лишние элементы убираю либо роликом очищающим, либо скрапером. Липкий слой с ноготков я не снимала, переношу, получается, на липкий слой оставшийся от гель-лаков градиента. Затем беру еще одну пластину номер 25, также от Paris Nail, и черным лаком для стемпинга отпечатываю надпись Live Your Dream. Очень красивый и нежный шрифт. На предыдущей пластине, к сожалению, не нашлось подходящей такой надписи. И отпечатываю ее на ноготок. И вот так вот, вроде и черная, и нежненько. Далее буду использовать очень классную пластину от Paris Nail номер 20. Также в нее влюбилась. Она уже участвовала в моих дизайнах и не раз. Отпечатываю черным лаком для стемпинга силуэт Одри Хепберн, дивы мирового кино. И золотым лаком для стемпинга символ мировой дивы моды Коко Шанель, надпись «Коко». Ноготки узенькие, не так-то легко уместить это все, но у меня это все получилось, удалось. Мне еще внизу необходимо будет уместить слайдеры. Под них прокрашиваю базы для гель-лака тонким слоем, сушу ее только 5 секунд. Использую безумно красивые 3D слайдеры 159 от Fashion Nails. Слайдер у меня размок, лежал на салфетке, смоченной обычной холодной водой. Переношу на недосушенную базу штампом. И силиконовой кистью приглаживаю, досушиваю базу и слайдер 10 секунд в лампе. Повторяю точно так же на правой ручке на указательном
Подсушив слайдеры и базу, перекрываю ноготки матовым топом с мелкими золотистыми блестками. Перекрываю слегка выравнивающим слоем, и чтобы эти цветы, этот выпуклый слайдер не потерял свою фактурность, плоской кистью снимаю с выпуклых мест слайдера излишки топа. Матовый топ просушиваю половину времени, 30 секунд. Точно так же матовым перекрываю на правой ручке средний пальчик, просушиваю половину времени. Указательный на левой руке у меня будет глянцевый и также сушу по половине времени. Указательный на правой перекрываю матовым топом, излишки снимаю с выпуклых мест слайдера. Пока не просушила матовый топ, вот таким вот образом данный дизайн выглядит в глянце для нелюбителей матового. Далее глянцевым густым топом прокрашиваю надпись Коко, чтобы она блестела. Левую ручку досушиваю, а на правой руке на среднем пальчике тем временем густым глянцевым топом либо прозрачным гелем наставляю объем на воздушный шар. Промежуточно просушиваю, где необходимо дублирую элементы, чтобы получить более тонкий и больший объем. Левая ручка у меня уже готова, а на правой мне необходимо доставить вот этот хрустальный объем, также и на Эйфелевой башне. Досушиваю окончательный дизайн 30 секунд, и вот что у меня получилось. Что скажете? Клиентка ушла, конечно же, в полном восторге, очень довольная. Я кайфанула от своей работы. Даже еще приятно поболтали, посмеялись, и я поснимала и выложила вам. Надеюсь, это видео вам было полезным и понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне очень приятно. И до новых видео.